Так, добрый вечер. Значит, Большой Серж, как вы знаете, я ничем другим и не занимаюсь в своей жизни, кроме как комментирую Большого Сержа, да? Это лучший, может быть, англоязычный писатель, пишущий на современные военные темы, в частности, на российско-украинский конфликт и прочее, прочее, прочее. Вот. Разразился очередной фетвой, небольшим текстом. Он очень небольшой, примерно в 3-4 раза уступает обычному тексту Большого Сержа. Тем не менее, для нас это хороший повод не только обсудить точку зрения Большого Сержа на происходящее на войне события, но для нас это хороший предлог поговорить, собственно, о войне, о тех событиях, которые происходят. С точки зрения Большого Сержа, на сегодняшний день складывается некоторая ситуация под Покровском, которую он считает, что может легко превратиться в некий оперативный кризис, являющийся самым жестким оперативным кризисом украинских вооруженных сил с начала войны. Никогда такого не было. И по большому счету самым жестким их поражением. Это на самом деле несколько удивительно. Да, Покровская агломерация большая. Советское население составляло 450 тысяч человек. Но советское население Мариуполя составляло 650 тысяч человек. Или советское население, значит, славянско-краматорской агломерации тоже составляло порядка 650 тысяч человек. То есть это очень большие вещи, очень большие агломерации, потому что, в общем-то, среднее значение областного центра на Украине, хотя бывают исключения, оно колеблется от 200 до 300 тысяч. То есть это на самом деле они выглядят как рядовые райцентры, многие из которых распределены как Покровская агломерация по нескольким регионам, в частности по Днепропетровской области и по Донецкой. И тем при этом они чрезвычайно сильно населены, и самое главное, они находятся на поверхности неисчислимых природных богатств, которые во всей Украине, по большому счету, если не считая солнца, воды и чернозема, сосредоточены только в одном минерале, то есть по большому счету сосредоточены только в угле. И больше ни в чем другом они там не сосредоточены. Вот здесь она находится, то есть вот это основная кладовая, поверх которых стоит и Краматорск, и Славянск, и Донецк, и Мариуполь, и, значит, и соответственным образом Покровск. Вот такого рода история. Так вот почему? Почему Большой Серж полагает, что именно эти события, которые сейчас проходят вокруг Покровска, по большому счету оказываются некоторыми событиями самого большого оперативного кризиса в украинской армии, который мы наблюдаем. Давайте вначале попытаемся описать ту ситуацию, которая на сегодняшний день сложилась на фронте. Она состоит в следующем. То есть наше заключение, связанное с предыдущей статьей на тему русско-украинского конфликта Большого Сержа, примерно мая месяца, наверное, оно оказалось правильным. То есть удар на Сумскую область носил отвлекающий характер. Никакого там сильного, то есть он отвлекающий. Но бывает еще главный удар, про который мы сказали, что это направление где-то Константиновка-Покровск будет. И вспомогательное это направление в сторону от Селидова, в направлении севера Запорожской области и юга Днепропетровской области. И со всеми тремя направлениями мы более-менее угадали на сегодняшний день. То, что происходит в Покровске на сегодняшний день, получается так, что медийное внимание там рассредоточено. То есть оно в основном сосредоточено на таких замечательных вещах, забыл закрыть окно, но самолет летит, на таких замечательных вещах, как 18-20 километровый прорыв на север между двумя этими населенными пунктами, между Покровском и Константиновкой. Это действительно событие примечательное. Что там происходит, никто не знает. Все полностью закрыто туманом войны. Я еще отмечу, что с тем, как дольше развивается этот конфликт, все сложнее и сложнее найти правдоподобную информацию или более-менее адекватную, ту самую информацию, которую мы привыкли наслаждаться в телеграм-каналах с самого начала конфликта. Она становится все более неадекватной, она становится все более иногда ложной, иногда сильно запаздывающей и прочее, прочее. Трудно сказать, что там произошло. Все увлечены вот этими 200 километрами квадратных километров продвижения российской армии, нарисованной на некоторых российских картах.
То есть продвижения достаточно больших, то есть по 100 квадратных километров в день. Некоторые другие, типа Анатолия Шария, говорят, что введение мобильных подразделений Азова дало свои результаты, и эти 200 километров на самом деле очень сильно сокращены, по большому счету. То есть вперед двигались не регулярные штурмовые отряды российской армии, а диверсионно-разведывательные группы. Эти диверсионно-разведывательные группы будто бы были то ли уничтожены, то ли просто отступили. Но про них говорили достаточно много и достаточно разного. То есть говорили в том числе и о том, что они находятся в Доброполе. Это последний город из Покровской агломерации. Это он самый северный город. И вот и все остальное прочее. Такова ситуация, которая сложилась там. Ровно, да, вот на этом самом. Основное же действие, оно остается незамеченным. Оно состоит в том, что Покровск, по сути, взят в двойные клещи. То есть есть ощущение, там есть на севере очередной такой населенный пункт Шевченко. Это один из самых многочисленных Шевченко. Ну, там много Шевченко всяких. Вот он есть на севере, мы это обсудим сейчас. По карту посмотрим. Можно я закрою окно? Вот. В результате происходит то, что происходит. У нас есть некоторое редчайшее событие, которое у нас встречается на этой войне очень редко. Это событие состоит в риске, вообще говоря, полного окружения. На сегодняшний день мы видели только одно полное окружение, которое проводила российская армия. Это было окружение, соответственно, под Мариуполем. И окружение города Мариуполь, взять ему в клещи, и капитуляции гарнизона, скопившегося потом на Азовстале и в остальных местах. Вот такого рода история. Вот здесь. И вот есть некоторые ощущения того, что вот эта самая ситуация, она может повториться. Насколько вы все видели и помнили, всегда до этого речь шла не об окружениях, а так называемых аннигиляционных мешках. То есть, когда огневое воздействие на украинцев было так велико, им оставлялся путь, обычно согласно какой-то там дороге. По ней вначале происходило то, что называется москитная логистика, через поля, через эту простреливаемую дорогу. Доходило достаточно мало припасов, боеприпасов и всего прочего до почти окруженной группировки. А потом, через некоторое время, значит, эта окруженная группировка по этой же дороге, подвергаясь ударам градов, вертолетов, значит, этих FPV-дронов и много-много чего, это зависело от года происходящего, она бежала из этого огневого мешка куда-то, теряя не только тапки, но и теряя подавляющее большинство личного состава. Вот те, которые часто говорят, что типа российская армия она наступает, поэтому у нее потери гораздо больше, чем украинской, могут даже без всяких адресаций к формулам, ну, простым дифференциальным уравнением Осипова-Ланчестера теории, могут понять, что здесь все не так однозначно. То есть российская армия, может, 20-й огневой мешок уже создает аннигиляционный, и в ней части украинской армии вынуждены вначале снабжаться через по какой-то узенькую полосочку территории земли, теряя там от 90 до 50% всех припасов, и на обратном пути также. И, значит, 90, ну, от 10 до половины припасов, да, конечно, 10%. Ты точно так же потом вынуждены через как бы зону смерти отступать куда-то, в надежде отсюда вырваться и там сохраниться. Это вот интересная вещь, то есть сама тактика украинской армии, которая является следствием того, что украинская армия в первую очередь ведет медийную войну. Она, конечно, ведет и настоящую войну, но с легкостью разве 2-3 фраз Зеленского, где-то ввернутых, они могут положить 2-3 батальона, совершенно не задумываясь. Точно так же они могут запросто пытаться защищать те самые районы, те самые города, которые защищать уже сложно и почти невозможно. Ну, вспомним опять знаменитый Бахмут, когда российская армия взяла высоты южнее его и севернее, а он находился в яме между ними, в яме определенного рода, в низине. И, тем не менее, украинская армия, находясь в чрезвычайно невыгодной
ситуации продолжала его удерживать. И много таких примеров, достаточно много мы видели, и мы их наблюдаем. То есть сама тактика украинской армии — это та же самая ситуация, которая провоцирует на украинские войска на чрезмерные потери. Они постоянно сидят в аннигиляционных мешках для того, чтобы просто отступить. Они постоянно удерживают те населенные пункты, в которых, вообще говоря, удерживать их и не следовало бы. Уже тоже следовало отойти на высоты, например, находящиеся за тем же самым Бахмутом или где-либо там еще. Это их обычная, это обычная их и тактика, и стратегия. То есть ради определенного рода медийного успеха запросто кладут бригаду, другую, третью, четвертую, пятую, шестую, только для того, чтобы заявить, что населенный пункт по-прежнему удерживается, или его, скажем, например, северная граница. Такова, значит, это особенность всей этой войны, что наши войска, видя неудобства позиции для обороны, запросто оттуда уходят. Таков, например, оставление Херсона, когда стало совершенно понятно, что снабжать войска, остающиеся на правобережье Днепра, стало очень затруднительно, почти невозможно. И тогда никто Херсон не стал оборонять ни по каким принципам, оттуда просто отошли, предложив украинцам форсировать Днепр и героически погибать там в Крынках, под Антоневским мостом и всем остальных местах. Это вот тоже самая эта вещь, которая я многократно говорю о высоких потерях украинской армии. Обычно оперируют, что их потери гораздо меньше, чем российские, потому что будто бы украинские войска обороняются, а российские, они на самом деле наступают. Но чаще бывает наоборот. Вот на сегодняшний день российские войска захватили север Покровской агломерации, и на них уже, соответственно, наступают азовцы в лице нескольких бригад, 3 и 4, и какие-то штурмовые батальоны, типа тех же Волков да Винчи, и еще чего-то. То есть ситуация как бы меняется. И по этим скоплениям, изготовившимся для штурма российских свежезахваченных позиций, запросто работает и российская авиация, и российская артиллерия, в которых Россия по-прежнему имеет не то что ощутимое преимущество, как в артиллерии, но и превосходство подавляющее. Именно поэтому можно только со смехом отнестись, вот, например, к последнему этому выступлению Зеленского, когда он сказал, что в боях все хорошо, значит, русские потеряли почти 600 человек, а украинцы потеряли 18. То есть соотношение, значит, этих потерь 1 к 30. Но, может быть, соотношение такое оно есть. Если мы посмотрим на обмененные тела, то как раз там соотношение в среднем будет и такое. То есть на одно выданное российское тело выдается 30 украинских трупов. Вот где-то вот такая вот эта рода вещь. Поэтому можно говорить, что даже тактика как таковая, она, значит, провоцирует украинские войска на большие потери. И вот в связи с этим вопросом создается, что будет под Покровском. Будет ли это опять аннигиляционный мешок, в котором пострадает в первую очередь даже не собственно гарнизон Покровска, но в основном, значит, гарнизона соседнего Мирнограда, который находится гораздо дольше от этого горлышка, через которое он мог бы убежать. И будет ли здесь очередной мешок, или произойдет то, чего не было со времен Мариуполя, то есть полноценное окружение, когда на перемычке там станут определенного рода войска, и эти войска так далеко продвинутся, что действительно окружение будет иметь смысл. То есть я повторяю, что вот практически российский боевой устав, то есть советский, он состоит, что окружение стоит осуществлять только тогда, когда твои войска могут продвинуться дальше этого котла, притом это очень существенно. Если они не могут продвинуться, то надо здесь создавать аннигиляционный мешок, то есть некоторую такую горловину, через которую враг пытается и снабжаться, и уходить из этой самой ситуации. Вот такого рода история. Но мы движемся по фронту и пытаемся его понять. И вот у нас складывается очень похожая ситуация в районе значит, водохранилища Клебан-Бык. Там получается, что некогда 4 бригады сражаются фактически с очень узким путем снабжения по берегу этого водохранилища. Сидят они на сегодняшний день в низине, они прижаты к этому, спиной к этому Клебан-Быкскому водохранилищу, они плохо снабжаются,
Они хорошо атакуются, и поэтому и неудивительно, что наши войска не стремятся закрыть вот эту самую перемычку, соединяющую Константиновский укрепрайон с этими бригадами, сидящие в мешке аннигиляционном вокруг Клейбан-Быкского месторождения, этого пруда. Вот такого рода. Это аналогичная большая проблема, которая назревает у украинской армии, то есть у них там волдырь. Когда этот волдырь лопнет, что он там забрызгает своим гноем и так далее, это совершенно непонятно. Третья ситуация, которая у них стремительно назревает, это ситуация в том, что весь их северский участок может быть отрезан из-за того, что наши войска выходят, значит, к Красному Лиману. Их тоже опять несколько. Вот они к Лиману опять тоже выходят. Это другой отрезок. Ну и, наконец, самый тоже многообещающий участок, то есть по количеству бригад, которые готовы попасть в некий аннигиляционный мешок, это Купянское направление. Оно состоит, что в районе Московки наши войска более-менее уверенно выходят к последней дороге, ведущей на запад. И все, что остается у Купянской группировки, это дорога вдоль расположения российских воинских подразделений по реке Оскол, значит, на юг. Вот это все, что у них остается. Там сосредоточено достаточно много бригад, может быть даже и 15. Ну, про бригады очень сложно говорить, у них они разного очень состава, есть большие бригады, есть совсем маленькие, есть крохотные, а есть тяжелые механизированные, так называемые. Чего у них только нет, в каждой бригаде и разное количество батальонов, и разное количество активной боевой силы. И у них там эта ситуация тоже нарывает, опять-таки вскрывать этот гнойник не имеет смысла, но у них вот есть вот такого рода проблема. То есть на сегодняшний день мы имеем, по большому счету, 3 штуки перспективных котлов таких, то есть аннигиляционных вещей. Мы видим на самом деле прорыв, значит, на север между Покровской и Константиновкой. Он говорит об одной простой вещи, что у них на сегодняшний день отсутствует, они близки к тому, чтобы у них отсутствовал фронт как таковой. То есть будут отдельные укрепрайоны, вокруг этих укрепрайонов будут сосредоточены войска, и между ними не будет ничего. То есть это будет некоторая зона, с которой мы раньше не сталкивались, по которой могут спокойно путешествовать российские ДРГ, по которой может совершаться там диффузия или просачивание российских войск, и больше ничего. Похожую ситуацию мы, вообще говоря, обсуждали в конце 2024 года, когда попытались нарисовать перспективы кампании 2025 года. Тогда я говорил, что, вообще говоря, украинскому военному руководству нужно будет сделать некий достаточно тяжелый выбор в тот момент. Либо, значит, смириться с тем, что в перспективе их оборона на левобережье Днепра превратится вот в такой набор укрепрайонов, очаговый такой характер будет носить. Либо им надо целиком, чтобы сохранить войска и снизить уровень контакта, уходить за Днепр. А как мы знаем, то, что нам писала Мария фон Клаузевиц, что оборона, значит, позиций, расположенных вдоль реки, бывает успешно только в одном случае, если у тебя есть плацдармы на другом берегу реки, или хотя бы один. Ну вот такие плацдармы, может быть, и Днепропетровск, точнее Новомосковск, и Кременчук, соответственно, и Киев, ну и, разумеется, Запорожье. Тем не менее, из-за медийных вещей подобного рода вещь следует ожидать, что украинское руководство не приняло. Поэтому ей сейчас надо готовиться к новой фазе войны 26-27 годов, когда правобережье Украины превратится, грубо говоря, в ситуацию островов. То есть есть остров, защищающийся вокруг Сумы, есть остров, защищающийся вокруг Полтавы, есть остров, который защищают вокруг Харькова, и, пожалуй, что ничего. Тем не менее, вот эта интересная вот вещь, которую стоит обсудить. Большой Серж очень любит старую статистику, то есть статистику, которую поставляет Зеленский на самом деле, и вся его комарилья по поводу очень маленьких потерь российской этой армии. Но он совершенно внимательным образом замечает необычно высокий процент ампутаций. Мы помним,
когда и этот вопрос разбирал, вопрос высокого уровня ампутации, потому что был высокий уровень ампутации. Ампутация это то, поскольку нужно протезирование, чего очень достаточно сложно скрыть, в общем-то. И на этом основании мы делали вывод, что тогдашняя моя статистика по поводу высоких потерь украинской армии, она оказывалась правильным. То есть статистика отрубленных рук и ног, она ее подтверждала косвенным образом. На сегодняшний день я полагаю, что на сегодняшний момент, то есть потери только убитыми этой украинской армии превышают 1 миллион 200 тысяч человек. Это очень мало кто говорит о таких высоких числах. Напомню, что популярный ресурс со своей моделью, который, как он называется, «Слезы войны», он оценивает количество погибших украинцев на этой войне 800 тысяч человек всего лишь. То есть моя оценка, она в 1,5 раза выше она получается. А у Большого Сержа, где он пользуется, значит, украинской оценкой и оценкой тех, которые считают украинцев по некрологам, это порядка менее 200 тысяч человек за все это вещи. Тем не менее, мы видим несколько неких фундаментальных вещей, которые мы на сегодняшний день наблюдаем в этом самом конфликте. Первый. Для украинских войн у них характерна каннибализация бригад. Когда пехоты на фронте не хватает, и второстепенные части, в том числе тыловые, дронщиков, артиллеристов без орудий, танкистов без танков, и всех прочих там, связистов со старлинками и всего прочего, их отправляют на фронт в качестве обычной пехоты. Это очень интересная вещь. Второе – это реактивность. То есть, когда Украина не в состоянии накапливать хоть какие-то заметные части, используют эти части для закрытия дыр на фронте. Ситуация полностью похожа на ситуацию в фашистской Германии 1944 года, когда механизированные подразделения СС, эсэсовские знаменитые дивизии, остальные высокомотивированные и боеспособные соединения используют в качестве тактического резерва на различных участках в качестве обычной пехоты. То есть у нас оказывается сейчас такая вещь, что так называемый механизированный пакет, которого по большому счету благодаря Курской операции украинской армии совсем почти не осталось, он рассыпан, раздерган по разным направлениям и не может быть собран в единый некоторый кулак. Хотя, как говорят, пытаются это сделать на границе между Россией и Сумской областью. Он не может быть собран, а занимается подобного рода затыканием всевозможных дыр. Это такое третье. Третий момент, который мы наблюдаем. Здесь мои оценки, вообще говоря, с Большим Сержем расходятся. И тоже понятно по каким причинам. Они состоят в том, что Серж откровенно смеется на этой так называемой бусификации. То есть он говорит, что если у вас нет системы обычного боевого пополнения настоящего, вы тогда начинаете заниматься всякой херней. То есть этой бусификацией, остановках машин, сбивание отдельно машинами этих велосипедистов, и их дальнейшая упаковка в автобусы и все остальные вещи. Это означает, что вы не в состоянии наладить обычную кадровую систему призыва. Опять, на чем основана его уверенность? На том, что эти цифры они относительно невелики. Вместе с ранеными он полагает всего лишь 500 000 человек. Конечно, он делает всякие про ампутантов, про всех прочих. Но я как раз полагаю, что традиционная система кадрового пополнения войск призыва, она рассчитана на совершенно определенные цифры. Это обычно 6-7% от населения. То есть на сегодняшний день мобилизация от наличного населения на Украине, она составляет порядка 12%. Я полагаю, что в этой самой ситуации бывали и худшие времена. То есть, например, финны во Вторую мировую войну призвали людей достаточно больше. То есть они призвали порядка 15 с лишним процентов. 13,7% признали в Южном Вьетнаме. Но это все были страны с молодым населением. С молодым. И сейчас, поскольку уже не в состоянии выполнить те обычные нормативы, то есть они все перевыполнены уже давно. Все эти люди, которые были мобилизованы стандартными методами, как это полагается при обычном призыве, что называется, через повестки, через обязательства предприятий, все у кого-то сделано. Это все уже давно выполнено. То есть люди пытаются охотиться уже на случайных велосипедистов. При этом
Есть целые группы людей, которые до сих пор у них по каким-то причинам не призваны. Ну, я замечу, что студенты, например, или школьники. То есть вот моя рекомендация, вместо того, чтобы охотиться за отдельными мотоциклистами, останавливать автомобили или ловить мужчин, которые выгуливают то своего маленького ребенка, то свою собачку, в общем-то, у них очень простая вещь. Наступает 1 сентября, где-нибудь 2-3 сентября просто одновременно войти во все вузы Украины и выгребсти всех мальчиков, которые там учатся, очной студии, и отправить их на фронт. А от 4-5 сентября, пока никто не заметили, зайти во все школы, то есть в 11 классы, да, у них 11 класс, и выгребсти опять всех мальчиков, которые учатся в школе, и тоже отправить их на фронт таким образом, или на пополнение каких-то вещей. Но это некоторые события, на которые они не решаются. Они даже на простое оцепление дома и вытаскивание из него всех мужчин тоже не решаются. То есть такие вещи они проводят, конечно, но проводят в отдельных городах, в частности в Запорожье и Херсоне. То есть вот фактически говорят, что в Запорожье большая часть мужского населения, оно по большому счету призвано. Там много русскоязычных, их особенно не жалко. И похожая ситуация у тех, кто остался в Херсоне. Там тоже почти все призваны. Ну и мобилизация женщин тоже можем мы в этот момент порекомендовать. Это будет сделать, конечно, сложнее, но вот такие вот вещи, которые мы на сегодняшний день наблюдаем. Вот. Так что давайте тихонько подводить, значит, наши итоги, какие они есть. Значит, украинская армия в войне на истощение достигла определенного рода предела. То есть она испаряется. Есть большое количество дезертиров. Я утверждаю, что дезертиров гораздо меньше, чем они говорят. Просто под именем дезертиров прячут реальные их боевые потери. А дезертир очень удобно. Ты человека, который погиб в бою, обозвал дезертиром, как СБЧ или СВЧ, как он их там называет. Ты их обозвал его дезертиром, а на самом деле не нужно будет показывать свои реальные боевые потери, и не нужно будет платить ему какого-то рода компенсацию. То есть компенсация, обещанная компенсация за погибших, это страшная дамоклов меч, который висит над всей украинской государственностью. Потому что как только будет заключен мир или какое-то подобие мира, через суды, через суд по правам человека, большая часть вот этих так называемых пропавших без вести, она будет, все эти суммы будут предъявлены украинскому правительству. Они не могут справиться с несколькими тысячами тел, которые переданы рефрижераторами российской стороной. Что они будут делать с миллионом неучтенных трупов, это большая загадка, потому что я думаю, что наши им в этом вопросе очень сильно помогут. Помогут рассмотреть какие-то захоронения, помогут с генетической экспертизой и так далее. То есть вот эта вещь. То есть это некоторая ситуация, которая любые поддачки со стороны Запада, вот эта необходимость платить погибшим украинцам компенсацию, любые денежные, она убьет на корню просто-напросто. Она их просто уничтожит. Вот такого рода вещей. И вот мы на сегодняшний день видим эту ситуацию испарения украинской армии или ее истощения. То есть на сегодняшний день ситуация складывается так, что украинская армия не в состоянии держать линию фронта. Прорыв под Покровском является первой ласточкой. То есть мы переходим в какую-то войну, которая будет носить откровенно островной характер, а дальше будет вот эта махновщина, быть может, а может не махновщина. Посмотрим, как украинцы и как наши к этой самой войне постараются приспособиться. Как они покажут этому. Это будет интересно, мы пока это не видим, и смотрим на все это, и по большому счету удивляемся. И вот это испарение, истощение или исчезновение украинской армии, она будет носить вот такого определенного рода характер. Это не означает, что фронт обрушится. Фронт не обрушится. Фронт будет вот так же держаться по каким-то укрепам в результате. Украинцы отойдут, например, Павловграду, создадут там вокруг него укрепрайон и будут защищаться. Уйдут они, и славянско-краматорскую группировку еще не так просто разгромить. Точно так же они могут создать и укрепрайоны и вокруг Сум, и вокруг Полтавы, тем более вокруг Харькова, и пытаться это дело защищать. Но тем не менее, вот этот характер, истощение украинской армии на сегодняшний день носит необратимый характер. Здесь нужно либо вводить какие-то свежие силы, там, например, с Запада каких-то людей брать откуда-то, проводить мобилизацию в той же Болгарии, допустим.
или где-либо, либо возвращать мужчин призывного возраста, как я уже говорил, из Западной Европы на фронт, вылавливать их по Европе и возвращать. А еще по возможности отлавливать русских, формировать из них соединение русского добровольческого корпуса и тоже отправлять в бой, что называется. Ну, также вот эти самые студенты, я давно про них говорю, я уже, наверное, стал посмешищем, что их надо призвать, их все не призывают и не призывают. Более того, они, когда нужно, они выходят с картонками и поправляют линию партии, притом достаточно существенно. Может, поэтому их и не призывают, что их трогать нельзя, потому что в случае чего они все ходят с картонками тоже. Вот такие вот. Женщины, вот эти всякие вещи. Но вот на сегодняшний день я полагаю, что мы находимся где-то на половине парагвайского варианта. Парагвайского варианта. И все сложнее и сложнее будет удерживать армию. А чем меньше армии, тем больше ее потери. Особенно, когда по-прежнему Россия имеет подавляющее преимущество в воздухе, в дальних средствах поражения, типа того же самого Искандера или Смерчей и всякого прочего, и во всех остальных вот таких особенностях. Так что вот спасибо за внимание. Мы как-то вот эту работу, значит, Большого Сержа как-то криво ее немножко обсудили. Спасибо. Так, телезритель Натаньяху Б. интересуется, как изменится мир после завтрашнего саммита на Аляске. Вы знаете, он очень быстро не изменится. Это некоторая ситуация, которая, по всей видимости, все же будет немного не по Украине. Она будет по поводу меморандума Рябкова. Помните, такой был меморандум? Сначала было выступление Путина, то ли конца ноября, то ли начала декабря 2021 года, где Путин сказал, что Запад должен выполнить свои устные обязательства, связанные с объединением Германии, например, что НАТО никогда не должно расширяться на восток. Именно поэтому НАТО должно полностью уйти из стран Восточной Европы. И много чего он там такого сказал. По всей видимости, это же предложение будет сделано завтра вечером. Разговор вокруг него будет сделано завтра вечером и группе ответственных товарищей. Вот это что там будет происходить. Я не думаю, что группа ответственных товарищей из России, из США, которые не очень-то ответственные, они на такие вещи пойдут совершенно. Но вот, на мой взгляд, разговор все-таки будет связан с глобальном балансе сил, а не, собственно, об Украине. Потому что позиция Украины, она очень проста по Украине, Запада, она очень проста. Все отлично понимают, что рано или поздно Украина будет целиком под Россией. И задача сейчас состоит, чтобы это была максимально разрушенная территория с разорванной экономикой и с максимальными человеческими жертвами, то есть ситуации полной демографического уничтожения или катастрофы. Вот такова ситуация Запада. И как ни странно, российская позиция, она не такова. То есть именно Россия на сегодняшний день совершенно не заинтересована в демографическом испарении или исчезновении Украины, по большому счету. Как ни странно. Что на такую дерзкую шапку скажут господа украинцы? Но вы знаете, они почти ко мне не ходят. Я так понимаю. То есть есть несколько человек, но большая часть из них отписалась. Некоторые, я думаю, ушли на фронт еще в 22 году, и, конечно, уже все мертвы. Господа, еще с Врангелем. А что с Врангелем сделали? Ну, что-то сделали. А господа с Врангелем сбежали. Ну, не знаю. Сейчас эта вещь популярная. Я использую это лет уже 30 обращения. И оно действует как-то всегда, господа. Изменилась ли оценка потерь ВСУ? Почему до сих пор не закрыли выезд женщинам и детям из Украины? Ну, вы знаете, кому-то закрыли уже. Определенного рода специальностям женщин закрыли. Ну, в общем, и детям закрывают. Тоже закрыли, по большому счету. Не помню, с какого срока. 16 лет или 17. Да. Нет, она мне не изменилась. Это не порыв, это просачивание отдельных организованных, необеспеченных, непонятно чем озадаченных групп. Ну да. Удастся ли штурмовым этим вещам заявиться? Ну вот как я с Большим Сержем здесь согласен. То есть главное положение, чего там происходит, это двойные клещи вокруг Покровска.
А то, что вот куда-то кто-то просочился, это не так важно. То есть это, конечно, с медийной точки зрения очень популярная тема, но важно это двойные клещи вокруг Покровска. Двойные клещи вокруг Покровска. То есть вот Россия на сегодняшний день очень близка к тем целям, которые Путин ставил 23 февраля 2022 года. То есть демилитаризация, денацификация, то есть деукраинизация. Ну и Донецкая и Луганская области. То есть очень скоро останется только вот этот кусок Краматорско-славянской агломерации, окруженный с 3 сторон. Сейчас пехота — это тупо повод обратиться в лучшем случае при большем везении внимание на ответную реакцию противника. То есть тупо повод оживить боевые действия для их лучшей видимости как цели. Ну такое есть, да, такое есть. Украинцев это даже больше распространено, чем у нас. Как цели для авиации и артиллерии. Ну да. Ну вот и раньше они вот так же не воевали по нашим. В самом начале их артиллерия, ввиду ее небольшого количества, она не била по скоплениям техники и скоплениям, значит, тем более по площадям пехоты. Она занималась контрбатарейной борьбой, занималась атакой по штабам, занималась ударами по переправам и всем прочим. А тероборона, она как-то воевала сама там, со своими 82 и 120 миллиметровыми минометами в качестве основного средства огневого поражения. Это тактика боя в городе, примененная в степях из-за сильной разряженности позиции противника. Да, и нам надо ей овладеть, потому что не исключена война восточнее, в степях, вот именно как вы говорите. Там, где еще бы это более сильно будет выражено, поэтому и тактикой очень важно владеть. Как и цель для авиации и артиллерии, да. Кремль подтвердил позицию. Наши территории закреплены в Конституции. Трамп крайне воодушевленно говорит об обмене земель на мир. Что же все-таки поменяют? Распил Украины на распил Арктики? Нет, значит, могут на что-то поменять. Я вполне допускаю, что наши согласятся с временным оставлением у Украины правобережных частей Херсонской области вместе с Херсоном. В обмен на что-то, может быть, на территории Харьковской области, кто его знает. Но, конечно, не о том, что говорит Арестович, что какой-то такой мир там придумывает, что наши уйдут из Запорожской и Херсонской области целиком, откроют опять украинцам путь в Крым и так далее, и так далее. Вот всякие такие, вот такой вздор, который несет на стриме в понедельник нес у Шелеста, ничего такого, конечно, не будет. Но я считаю. И вообще здесь... Я хочу опять обратить внимание, что переговоры вряд ли будут, собственно, по украинскому конфликту. То есть переговоры будут строиться вокруг меморандума Рябкова о том, что американцы должны уйти из Европы, по крайней мере, из Восточной целиком. Вот. И должны быть заключен какой-то мирный договор по ограничению стратегических вооружений. Вот такие вещи будут, на мой взгляд. Немного опередил ведущую Игорю Юрьевичу. Привет, респект. Спасибо. Есть прогноз, что к середине 26 года Херсон будет разрушен полностью. И, возможно, с приходом восточного ветра бои развернутся на руинах, где основная задача будет выдавить противника за границы области. Но может быть, но это очень сложная задача. Я полагаю, что еще долгое время российская армия будет имитировать свою готовность переправиться через Днепр, а не будет делать какие-то реальные попытки туда переправиться. Такого может не быть. Точно так же, как длительное время Лукашенко имитировал возможность участия Белоруссии или российских войск белорусского направления в войне на Украине. Он тоже их имитировал, такие вот вещи, для того, чтобы украинские войска держали там некие дополнительные силы на границе. Но это не значит, что такая стратегия изначально верна и к чему-то путному приведет. Ну, посмотрим. Приведет, наверное. Что говорит Большой Серж по поводу Херсона? Он ничего не говорит, вот даже слова не сказал. Можете почитать, у меня же ссылки есть. Сейчас на просторах БССР погибают те, кто подчинялся их режиму. Может быть, там останется эксперимент. Можно ли русских заставить массово не подчиниться власти? Ну, нельзя, конечно. Где же такое вы видели за последние 100 с лишним лет?
И нет, страшно тормозить сегодня. Стримы смотреть невозможно. Ну вот это проблема. У меня так более-менее нормально. Но это большая проблема. Это моя личная проблема большая. Чё вы? Я бы даже сказал, мое личное горе просто. Да, мое личное горе, потому что это вопрос же донатов, вопрос денег. Значит, Дмитрий Б. прислал донат. Сейчас мы вот, зачитаю его донат. Спасибо за большого Сержа. Интересно, будет ли у него по итогу войны системный анализ, посвященный тактике и оперативному искусству с учетом опыта СВО? Я, конечно, полагаю, что будет, конечно. Но итог войны, война еще долго не закончится, это сложно сделать. Но я все же надеюсь, что человек не очень пожилой и доживет до конца войны, чтобы подводить ее итоги. Вот Константин мне прислал тоже донат. Спасибо за стримы по теме, это всегда интересно. Ну да, и более-менее популярно, то есть, несмотря на все ограничения интернета, нас было 90 человек, а для меня, чмошника, это очень большая сумма, особенно после всех этих ограничений. Но я повторяю, что я сделал для себя некое открытие буквально позавчера. Вдруг выяснилось, что тот канал, который создал и ведет в качестве зеркала в ВКонтакте видео, значит, Артем Александрович, то он на самом деле, как ни странно, начал собирать ощутимое количество просмотров. Иногда оно там в 3-4 раза больше, чем количество просмотров, которые есть в Ютубе на основном канале. Такая вещь. Но донаты оттуда не приходят. Такая вот вещь. Здравствуйте, Игорь. Крепкого здравия. Интересного стрима. Всем и, конечно, мирного неба. Да, мирное небо это очень важно. Вот сегодня вы видели, что был некий обстрел Ростова-на-Дону. Вот, самолетиками этими. Там даже говорят, что, может быть, кто-то и погиб. Да, такие группы зависимы от воздушных засад. Как, собственно, повторяюсь, при тактике боя в городе и засады стрелковые. Да, зависимы. Может быть, этот порыв не случайен, может быть так, что Зеля начал выполнять мирный план Трампа и дает Донецкую область. Вы знаете, не похоже все-таки. Не похоже. Но всегда такая вероятность существует. Но не похоже, на самом деле. Но посмотрим, что будет дальше. Есть ли у нас какие-то стратегические резервы, говорят, что они есть. Можем ли мы их ввести в бой? Говорят, что можем. Посмотрим. По традиции напоминаю о необходимости вашей поддержки. Не забывайте ставить обязательные лайки и по возможности переводить донаты на любую посильную, даже полностью символическую сумму. Да, даже символическая сумма важна. Здесь на другом ресурсе ничего. Вот, а здесь ничего. Такие вещи. Огромная благодарность всем отзывчивым и щедрым сердцем. Ссылки на реквизиты указаны в описании к данному видео. Игорь, озвучьте потери нашей укров Европы, США. Полагаю, что наши потери около 200 тысяч человек, а потери укров превышают 1 миллион 200 тысяч. У Европы, США потери очень небольшие. Но они там измеряются сотнями человек. Просто сотнями. Ну, вот понятно, что есть исключения. Там несколько тысяч поляков, там десятки тысяч колумбийцев. Такие вот есть исключения. Вот. Ничего мы не имеем, кроме показателей слабой организованности обороны противника, ввиду очевидных причин, характерных для финала войны. Хотя, возможно, они поддерживают серьезные резервы. Но вот не похоже, не похоже. Вот одно из, говорю, следствий, на которое тоже обращает Большой Серж, это их исключительная реактивность. То есть просто не успевают накапливать какие-то ресурсы, создают какие-то новые бригады, а потом эти же бригады раздергивают на затыкание дыр по различного рода направлениям. То есть вот такая какая-то такая Германия 1944 года. Ведущему респект еще раз. Спасибо. Куда делась киллзона? Без нее тактика опять стала напоминать тактику времен ВОВ. Киллзона это вот зона, где действуют дроны. Всякие дроны дальше. Ну вот не очень понятно, что с ней происходит, но есть большое подозрение, что когда нет пехоты, то и стена дронов тоже не особо активно работает. Совсем.
Тем более вот эта тактика, она наша, оказалась очень эффективной. Это стрельба по тарелочкам, когда ты просто учишься владеть гладкоствольным ружьем, заряженным дробью, на таком высоком уровне, что ты ухитряешься сбивать и все дроны, которые летят в свою сторону. Вот такая вот вещь. Это то, что у нас произошло впервые под Суджей. То есть я обращал на это особое внимание, что как бы изменилось несколько тактическое действие. То есть стало вот такое полевое ПВО. То есть к каждой группе солдат присоединяется солдат, который хорошо обучен владению обычным охотничьим оружием, и который просто специально сбивает дроны. И это, как ни странно, оказалось достаточно эффективно. Такая вот вещь. Количество мутантов на наших улицах, по моему мнению, снизилось. Почему? Их вообще очень мало, на самом деле. Много видите мутантов. Но я иногда вижу. Но я в последнее время, вы понимаете, насмотрелся на мутантов-то. Потому что у меня мама дважды лежала в отделении гнойной хирургии. В больнице гнойной хирургии в различных отделениях. Как вы понимаете, мутантов там много. Всяких. Вот на госпитализации даже в Костюшко, там, в соседнем боксе приемном лежал человек, которого перекинули оттуда из 14-го. У него был с отрезанной ногой с диабетом. Но это все, как ни странно, нигде вот в этой гнойной хирургии вы нигде не найдете ни одного бойца. Это все люди, связанные с чем-то другим. То есть с отсутствием родственников, когда человек начал болеть, а его в больницу не положили. Или с диабетом, всеми остальными вещами. То есть с запущенными следствиями всяких болезней. И ни одного вот бойца, ни одного военного. Может, они в другом месте где-то делают, тоже в военно-медицинской академии, но это такие показывает, что как их мало, потому что, в общем-то, практически вся, например, хирургия Украины уже очень давно существующая, уже с 22 года, она полностью переведена на обслуживание военных, раненых военных. Вот, например, вам такая вот вещь. Это тоже, помните, был отдельный стрим, мы обсуждали тоже человека, который опять-таки на этом основании указывал на потери, близкие к моим оценкам, к большим моим оценкам. Дуглас Макгрегор говорит о 1,8 миллионов 200-х хохлов. Но это очень много, это больше, чем у меня. Интересно, какой процент там наемников регулярных войск НАТО? В нашем направлении хохлов почти не осталось. Пшеки, френчи и немцы в основном. А это у вас какое направление? Ну, достаточно их много, но, по-моему, не очень. Не очень. Как бы так. Ну, то есть понятно, что вся группировка там их, мне кажется, измеряется просто в тысячах человек, то есть сравнительно маленькая. За исключением, опять, Латинской Америки и колумбийцев, которых реально много просто. Тех десятки тысяч человек. Игорь, дайте предсказание, чем закончится встреча на Аляске. Она не закончится ничем видимым. Совсем не будет выглядеть ничем видимым. Наши спокойно уедут, а значит, Трамп выступит и начнет опять петушиться на камеру. Попетушится, расскажет, что они движутся к миру, ему надо дать Нобелевскую премию, может быть, ее ему и дадут, и так далее, и так далее. Но вот этим она и закончится. Ведь, понимаете, ведь мир настолько страшен для Украины, он же ужасно страшен. У них отрицательный торговый баланс по итогам года, скорее всего, составит 50 миллиардов долларов. А у них совсем недавно весь консолидированный бюджет, то есть каких-то там лет 15-17 назад, составлял 20 миллиардов. Вот это будет просто, это их будет такая дыра. То есть они полностью находятся на внешней подпитке. Я где-то в сентябре-октябре прошлого года изучал, как у них дела состоят с бюджетом. Они состоят так, что это 50% всех доходов это кредиты, а оставшихся их 50, тоже 50, то есть 25% от общего, это так называемые гранты, то есть перечисление денег в этих. Гранты это бездолговое перечисление денег, просто дают деньги и все.
То есть они в состоянии, вот на тот момент, не помню, когда это было, сентябрь или октябрь прошлого года, оплачивать только 25% своих реальных расходов. А теперь вот представьте себе, все вот это произойдет, и люди пойдут в суд, родственники погибших на фронте, и будут требовать этих миллионов гривен, которых им обещали. 10 миллионов выживших пенсионеров, которых надо тоже как-то кормить. Разрушенная экономика, поэтому это очень страшно себе представить, как будет, что будет дальше. Как Василенко, которого убрали теперь из медиа полностью, когда-то цитировал ремарку, говорил, что наслаждайтесь войной, потому что после всего этого наступит мир более страшный. Наслаждайтесь войной. Вам за войну дают деньги, которые украинцам, вообще говоря, никогда и не снились. Поэтому не снились даже и деньги в 100 раз меньше. Дают и фантастические деньги, лишь бы они воевали. Из Украины сообщают, что большое количество различных наименований вызвано тем, что не то что США, даже ЕС отказывают сдавать вооружение для старых подразделений, поэтому много подразделений зомби. Различных наименований частей, да, то есть дают на новое, на старое не дают, да. Ну, это тоже понятно, почему это происходит так. Скрываются реально не только потери в живой силе, но и потери вооружения. И они говорят, дайте нам на старое вооружение, они говорят, так у вас же еще много чего осталось. А те отводят глазки, там ходят так, ножкой шаркают. Говорят, ну тогда дайте нам на новую бригаду. Какую-нибудь Нанну уже не киевскую, какую-нибудь там Нанну Ровенскую, например. И Ровненскую. Или Ивано-Франковскую Анну. Дайте нам, и мы это сделаем как-то, что быть. Я когда-то в начале войны пытался считать, что передается, а потом понял, что это гиблое дело, потому что то одно образец военной техники появится, который официально не поставлялся, то другое, то третий, то четвертый, и стало понятно, что если нельзя верить номенклатуре даже, то нельзя верить и количеству, которое сообщается, что там поставляется. Такие подразделения бригад зачастую катастрофически недоукомплектованы, но вооружение получают лишь вновь скомплектованные бригады и показательные группы националистов, как Азов, Третья штурмовая и т.д. Ну вот возможно. В этой войне радиоэлектронная разведка стала основным средством нападения, как и объектом атаки. На текущий период боевых действий РР воюет с РР и зачастую руками детей. Ну воюет, да. Ну вот говорят, что нашу краснуху в Иран поставили. То есть там у нас, это специально к вопросу о Натаньяху, который смотрит наш стрим. То есть там все готовятся ко второму раунду войны. Недавно тут в чате написал про грибы, питающиеся радиацией. Вчера Бояршин выпустил про них видео. А сегодня на канале Космос просто упомянули радиолизные бактерии. Они вас смотрят? Нет, я думаю, это просто совпадение. Как и с Натаньяху, безусловно. Разумеется, никакой Натаньяху о моем существовании даже и не знает. Если наши возьмут на себя часть затрат на восстановление, то плачут пенсии за погибших тоже ляжет на наши плечи. Но они возьмут, конечно, наши возьмут на часть на восстановление. Ну, свои территории имеется в виду. Мобилизовать женщин и детей не разрешают западные маркетологи. Станет намного сложнее продавать эту войну западному населению, то есть формировать согласие на продолжение. Плюс один очаг напряжения на Западе. Ну, может быть. Но вот это на удивление. То есть люди охотно мобилизуют стариков возрастом 60+, это даже вон до Трампа дошло, но не хотят взять вполне здоровых студентов из киевских вузов деятельно. Будет дроновщина. Ну да, была махновщина, стала дроновщина. Партизанщина и махновщина невозможно в эпоху дронов. Мигом вычистят и зачистят лесных братьев. Я тоже так считаю, да. Нет, махновщина возможно, потому что махновщина это не партизанщина. В Махно было 100 тысяч человек армия. По меркам гражданской войны она очень большая. То есть были периоды, когда первая конная, ее личный состав составлял всего 5000 человек. А обычно где-то 1020. То есть она была очень небольшим соединением, скорее больше похожей на дивизию укомплектованной. Или бригаду даже. А у Махно было 100 тысяч человек.
То есть вот именно ему удалось тогда остановить и ледяной поход, разгромить армию Деникина. Вот. Такая вещь была. Если СВО закончится по линии фронта, не закончится, то минус в том, что не будет сухопутного выхода на Приднестровье, Хохла не отрежут от моря. Плюс что нищий гадюшник ляжет на баланс Европы и все маргиналы к нам. Нет, вот смотрите, как бы к ним, да. Ну, долго не будет выхода к Одессе, потому что при большом желании, даже при всех их проблемах, они линию Днепра могут очень долго успешно оборонять. Армии дронов, которые над Днепром могут летать, и всякие прочие вещи. То есть, если бы они захотели отойти за Днепр на сегодняшний день, то они достаточно долго могли бы быть там. Ну, конечно, при условии максимального политического, дипломатического давления на Лукашенко. А уже давно говорят о репатриации хохлов. Сейчас опять заговорили, довольно громко. Но говорят-то говорят, но пока не похоже, что что-то делают. Игорь, что думаете про мессенджер Макс? Сами будете в нем ригиться. ТЦ и WhatsApp не работают. Уже не работают, да? Ну, я очень редко кому когда-то звоню. Ну, конечно, это мощный удар по всему. По всему вообще, даже по жизни, который есть. Что WhatsApp и ТГ не работают. Ужасно просто. Ну, в смысле, звуковые сообщения. Именно из такого дефицита пехоты для англосаксов нужно срочное замерение на Украине. Трампу перебить скандал с Эпштейном и Нобелевку за мир, как и Обаме. При этом передышка для нового раунда. Ну вот да, я всегда говорил, что ребятам, то есть американцам нужен мир на Украине практически на любых условиях. Лишь бы мир. Но вот они не готовы к любым условиям до сих пор. Нобелевку Трампу дадут дисконтом процентов 30 за Эпштейна. Ну это да, это шутка. Что, Игорь, думаете об объявлении испытаний буревестника? Ну, я рад, что его все-таки мы смогли завести. Если если кто-то забыл, это по большому счету очень удачное было, и никто этого не делал. Значит, описание того, что наши испытывать ракету на радиоизотопном источнике питания по аварии более 10 лет назад, которая случилась, когда на Западе зафиксировали, что у нас в районе Челябинска, где-то там, значит, выброс радиоактивного изотопа рутения. Они решили, что у нас ядерная авария, а на тот момент я сказал, что это, скорее всего, появилась новая летающая какая-то, ну, ее ракетой не назовешь, беспилотник, наверное, хотя, может быть, и ракета, основанная на Ритеге. А потом, когда под Неессе, то есть под Северодвинском произошла авария, наши это публично признали. Даже сказали, как она называется. Называется она буревестник. Ну, вот такое была интересная вещь. По-моему, даже на этом канале есть, а не только на Философском шторме. Можете посмотреть. Такая забавная и детективная история. Когда вот только по рутению, по его следам и по всему удалось понять, что происходило там на самом деле. То есть это была просто авария. Такие вот вещи. Эта война послужила хорошей броней нашей военной номенклатуре. Что в Тайне надеялись в начале войны, обернувшись полной капитуляцией российского мужика с ружьем. Броню послужила, да? Ну, не знаю. Украина уже демографический труп. Это правда, да. Здравствуйте, Игорь. Спасибо за стрим. Жаль, редко удается попасть на прямой эфир. Как вы считаете, сценарий будет реализован к концу года? А это который? По поводу взятия Покровска?
или по поводу островного характера боев на левобережье Украины, я думаю, что он будет, да, будет. Я очень надеюсь, что Купянский мешок замкнут до конца года, да. А Покровский, я полагаю, время его конца, значит, это примерно первые числа октября. Если смотреть на историю России в хронологии 400 лет, как не прекращающуюся войну британки против нас, то неукоснительное сокращение европейской территории под контролем России с передышками. Но мы сами проиграли эту войну, как бы, почему? В Европе. Серия военных поражений, и не военных, политических, дипломатических. Связанная, например, это с тем, что советская мобилизационная система или система хозяйствования, которая сформировалась, она была очень непривлекательна для всего окружающего мира. Я даже сказал бы, что она была ужасной. Вот. Такая вот ситуация. Я предлагаю вам посмотреть сериал «Хирург». С уважением относится к своим органам. Ну вот я его даже где-то посмотрел на него аннотацию, и мне показалось, что он очень чернушный, и не стал смотреть его. Неоднократно слышал от военных, что специально котел не замыкают, потому что убить можно не меньше расставить одну дорогу, куда будет подвозить подкрепление. Ну вот я о том и говорю, да. Называю это аннигиляционным мешком. То есть мешок, у него здесь есть горлышко, и через горлышко там что-то там просачивается. А котел нужен только тогда, когда ты далеко потом ушел, там, на 100 километров, как от котла 6-й армии под Сталинградом. Ты еще на 100 километров дальше ушел. Дальше. И он здесь там как посуществовал, снабжался по воздуху. Трамп только что сказал: рассмотрю идею сокращения численности ВС США в Европе. Ну отлично, значит, я правильно понимаю, что там происходит. Выбор при 100% гарантии успешного, но только одного удара. По месте бритян куда бы ударить? Прибалтика, СПБ, Калининград, Кавказ, Средняя Азия или куда, где удар будет неприятен. Но у них нет никакого успешного удара. Удар успешный — это ядерный удар по всей стране. Тогда это удачно. Я уже почему Нетаньяху на самом деле меня не смотрит, хотя было забавное совпадение между тем, что, как я сказал, что на стриме, что Израилю нужно атаковать Иран вот прямо сейчас, а еще лучше вчера, а на самом деле лучше всего позавчера, и на следующий день произошел этот массовый удар Израиля по Ирану. Это не потому, что он его не смотрит, потому что ему было сказано, что если ты бьешь, то надо наносить реально сильный удар. Не просто злить своего противника, а наносить удар. Если у тебя есть ядерное оружие, наносить всем имеющейся его мощью было. Но похоже, что у Израиля ядерного оружия нет. А так это чего? То есть это никакой победы не случилось. Израиль сдал свою агентуру в Иране. Использовал ее с непонятным результатом совершенно. Ядерную программу остановить не удалось. И теперь будет второй этап войны. Более того, было показано, что этот железный купол, а также все остальные купола, которые есть над Израилем, они очень дырявые. То есть они не в состоянии бороться с баллистическими ракетами достаточно не самой высокой скорости. Вот и все. Бритянка не хочет владеть никакими территориями. Это хлопано, просто дурить и грабить. Ну, в общем, да, нормальный неоколониализм состоит в том, что ты управляешь территорией не напрямую, а через элиты, так называемые. Ты создаешь национальные элиты, дети которых живут и учатся в Лондоне, допустим, дети представителей. А те тоже выводят средства там в Лондон, покупают там недвижимость, небоскребы и прочее, прочее. То есть у тебя есть некоторые агенты, которые собирают с подконтрольных территорий ресурсы и передают их британцам. При этом номинально все эти страны остаются независимыми, но только номинально. В ВК-сообществе пользователь Барри Генштайн попросил начать выкладывать лекции Олега Михайловича Наговицына. Я буду по чуть-чуть заливать. Да, я, кстати, видел Булата, но забыл у него спросить, что там по предпоследнему семинару Наговицына, у него был, на котором меня не было, а Булат был, и у него где-то есть этот источник. Забыл просто спросить.
Уже залил пару лекций со старого канала Игоря 2010 года. То есть философского штурма или какого? Или совсем моего старого? Совсем-то, который Данилов Игорь латиницей. Но если вы там со звуком справились, то вам это подвиг настоящий просто. То есть представьте себе, ну, чтобы вы понимали, что это был за канал. Видео писалось на старый фотоаппарат, и на него же писался звук. То есть представляете себе, что это там такое. Просьба, если у кого есть ссылки на аудиозаписи лекции, разместите ссылки в сообщении на странице контакт НПХИА. Вот да, надо разместить. Я постараюсь хотя бы раз в день заливать эти лекции, немного улучшая звук в старых записях с помощью сайта Аубхоник. Но я думаю, что там вот звук в аудиозаписях Наговицына, он был хороший. То есть вот этот микрофон, диктофон, который я тогда купил, он был очень качественный для того времени. Вот. Другое дело, что он долго не прожил. Там у бухгалтера в офисе этого института на филологическом факультете сын подсел на героин и воровал все, что мог. Ну и, по-моему, украл наши 2 варианта этого моего диктофона. Вот. Наши госпиталя хронически переполнены. Зачастую легко раненых месяцами гоняют в интерных поездах с госпиталя в госпиталь. Но я думаю, все-таки это не совсем так. Может быть, их и гоняют. Но я хочу сказать, что в гражданской, мы тут с мамой за 5 месяцев посетили 5 больниц. В гражданских больницах военных нет. Принципиально никого нет. То есть гражданская инфраструктура не используется для лечения раненых бойцов СВО совсем. В отличие от украинской. Никого нет. Хотя, вот казалось бы, гнойная хирургия – это то место, куда эти люди должны были попадать. Так вот они не попадают. И когда мне протез ставили последний, ну уж совсем сам Бог велел, что называется. Это клиника высоких медицинских технологий. Опять я не видел людей, воевавших на войне, которые там бы были бы. Да, но новый стрим закинул на Сбер, да, сейчас, спасибо. Спасибо, что на Сбер, да, ну вот я просто, пока нет у меня доступа. Британия хочет и настойчиво старается не пускать территорию, контролируя логистический поток. Например, Гибралтар, Босфор, Суэц и т.д. Ну, как-то пытается их делать, да. Вот, здесь ничего. Здесь тоже ничего. Ну вот все, не, у меня по-прежнему 2 доната и больше ничего нету. Там обещают совместное заявление, совсем ничем не сможет встреча закончиться. Ну, конечно, должны что-то сказать. Или просто скажут, что договорились совместно добывать палладий на Марсе и сыграть в хоккей на Плутоне. Ну нет, они что-то большее скажут, более такое. Скажут о своей приверженности миру. У меня харьковское направление. Здесь до хрена наемников и очень мало хохлов. Ну вот видите, оказывается так. Школьников предложил им строить мост через пролив Беринга. Ну, эта идея давно, оно болтается. Это да, известная вещь. Его даже Драмбы пытались перезакрыть, ну, чтобы изменить климат на Дальнем Востоке полностью. Ну, просто северное течение из Ледовитого океана замкнуть в Северном Ледовитом океане. Но это не решились. Но его имеет смысл строить в том смысле, если наши построят туда дорогу с твердым покрытием вначале, или туда они достроят железную дорогу, притом и то вместе. Вот тогда можно говорить о мост через пролив, через Берингов пролив. Вот. Такая вот эта ситуация. А нам до этого еще, знаете, как до неба просто. Мы дорогу-то до Магадана не можем построить, а там еще несколько тысяч километров. Поэтому это бессмысленно.
Интересно, много еще народу в Харькове? Я думаю, что и больше миллиона. Увы, школьников. Хотя, конечно, улицы там пустые, а когда-то год назад смотрел, тут Таню Антиквар. Было пустовато. Увы, школьников, как похоже, Сергей Борисович уже достигли своего уровня некомпетентности. Хотелось бы, чтобы я ошибался. Ну, наверное. Кто такой школьников, я просто не знаю. Школьников может о чем угодно фантазировать. У него там Трамп с дипстейтом боролся, какой-то демонтаж устраивал. Хотя очевидно, что изменений внешней политики США абсолютный ноль. Ну, не совсем ноль, но, в общем-то, вы правы. Лучший способ преодолеть Днепр — новое наступление со стороны Беларуси. По крайней мере, маловероятно. Ибо это нужно очень много наступить на мозоль Кремлю. Но оно маловероятно. Я и говорю, что важно очень давление на Лукашенко, дипломатическое и политическое. Чтоб, не дай Боже, он не дал кому-то куда-то вторгнуться. Не-не, там Киев мешает идти далеко. Мы будем заходить через Запорожье, Днепропетровск, может быть, Кременчуг. Ну, посмотрим. Может быть, пока украинская армия будет защищаться в этих своих, на своих островах, то есть в укрепрайонах, она полностью истлеет, и можно будет просто на лодке переплыть на другую сторону и все там завоевать. Спасибо большое за стрим. И всем еще раз крепкого здравия, вдохновения, взаимопонимания, мирного неба и, конечно, денежек побольше. Берегите себя и близких. Спасибо. Со стороны Беларуси можно сразу идти с иной стороны берега, без форсирования Днепра. Можно, но там этот Бахата Вектор сидит. У него Вектор же очень богатый. Но военным и политруководству, конечно, виднее. Куда уж мне диванному. Ну да. На Олецке собирают что-то совместно разрабатывать. Обычно это западные фирмы приходят в другие страны и что-то разрабатывают совместно с аборигенами. А тут к ним пришли. Интересный поворот. Но я не знаю, что туда пришли. Не знаю, что там собираются разрабатывать. Но я говорю, что мне было бы интересно медийное внимание к Ситке. Баранову, уроженцу Каргополя. И вот всем остальным вещам. Не потому, что я так люблю Ситку, а потому что это как бы Новоархангельск. А там, где Новоархангельск, там и медийное внимание к Архангельску. А по Украине в сценарии, по срокам, учитывая уменьшение мобилизационного потенциала и отсутствие войск помощи из ЗС, но с нарастанием поставок из Европы беспилотников, когда отход на Днепр будет уже поздним? Ну, не знаю. Он уже поздний. Уже поздно. Уже поздно. Да, вот так и пишет Зора Эксель. Надо было вместо великого контрнаступа это делать сразу после того, как наши вышли из Херсона. Ну, я думаю, не так. Ну, в общем-то, было понятно, что несмотря на то, что наши вышли из Херсона и вроде бы отступали в 22 году, было же понятно, что войну вы все равно выиграем. Потому что, как тогда сказал Путин, а мы еще даже не начинали в сентябре месяце, с сентября 22 года. Еще вы говорили, что Израилю конец в 26-м. Нет, я, по-моему, говорил не в 26-м, я говорил, что в течение 20-х годов, да. Посмотрим. Россию бомбят дешевыми дронами. Ваше ПВО не дырявое? Дырявое, дешевое. Потому что очень большая территория, и вот такой медленный большой самолет, как в Ростове-на-Дону, спокойно прилетел и куда-то там попал. Непонятно, куда попал. Снимка туда, куда он попал, нету. Дырявое, конечно. Вспомним опять того же самого Руста, который спокойно сел и приземлился на Красной площади. Зайдите, Игорь, ВКонтакте, оцените качество чуть улучшенного звука. Увы, я регистрирую новые почты, чтобы пользоваться онлайн-сервисом улучшения звука. На одну почту и 2 часа аудио под улучшение. Ну, надо посмотреть, потому что мы тут с коллегой как-то, вот этот взяли, Данилов Игорь, точнее коллега, и пытались улучшить звук. Так она привела к тому, что мой голос, например, от голоса Тавтина был абсолютно неразличим. А поскольку там говорил Булат, он был слышен, а нас полностью, она там, дыдык, обрезывала, и мы с Тавтиным превратились, в общем-то, в одно единое целое. Вот такая была ситуация. Мы с коллегой эту ситуацию на тот момент забросили попыткой создать хорошее аудио вот из того ужаса. Ну, просто о том канале мало кто знает, о Данилове Игоре-то. Ну, в общем, он был так весело был зарегистрирован через полгода после появления Ютуба. И вот я тогда там выкладывал, думал, что это все будет нормально. То есть вот реально на фотоаппарат, на такую мыльницу, на ее звук там, и вот все эти вещи были.
Сам лежу в гражданской больнице с СВОшником травматологии. Вот, видите, где-то есть. Где-то. В Петербурге нету, а вот в другом месте, значит, есть. Любой ПВО не работает на 100%. Израиль поражает. А СВОшник попал как вот раненый на СВО или просто уже как гражданский человек? Израиль поражает не Иран и не Хамас, а ваше доверие к СМИ. Может быть. Игорь Ильич, поставьте субтитры на пробу. Ну давайте, надо поставить, да. Спасибо вам, что вы занялись. По ампутации. Смотри, сейчас тебя так накрыло, что-то оторвало. Ты, скорее всего, 200-й, потому что тебя никто не сможет эвакуировать вовремя. Ну, наверное. А если не оторвало, то медик почти всегда сделает эффективную тампонаду, и вы дождетесь эвакуации. Ну вот. В мосту через Берингов пролив посередине нужно делать налоговую зону с казино, а иначе мост будет убыточен, как и туннель через Ла-Манш. Ну, не знаю, туннель может быть и убыточен, но общий экономический эффект от него очень высок. В Виннице нацисты как будто... Вот, от банка ВТБ пришло мне 200 рублей. Спасибо. В Виннице нацисты как будто бы подуспокоились. Или это кажется уже, а привык быть может. Может быть, да, может быть, привыкли. Весь мир беспокоится о малолетних террористах, а о детях в Украине никто не говорит. Как-то странно. Да, не говорят, потому что потери детей, потери гражданского населения на Украине неправдоподобно низки. То есть реально не бьют совершенно по гражданским объектам. То есть понятно, что если есть военный объект, который прикрывается гражданским, то о нем смело ударят. То есть вот такого систематического уничтожения населения, в том числе детей, просто именно как детей, как население, будто они хамасовцы, ничего подобного в российско-украинской войне все же нет. Это все израильские штучки чистые. Я что-то уже месяц не могу выздороветь. Ну вот, все, спасибо. На этом душеспасительной ноте о государстве Израиль мы заканчиваем. Ну, да, кстати, можно поблагодарить. Значит, Дмитрия Б., Константина. В общем. Вот. Да, и вот эти 200 рублей на ВТБ, да. А больше у меня ничего нет. Ну, по крайней мере, пока. Такой Израиля такого нет. Да, здрасте. Завершить трансляцию. В Палестине голод. Бриты направили их в Израиль и плачут слезно. А никто не видит туманных зачинщиков и огромные жертвы мирных жителей. Ну да, они там большие очень. Ну ладно, спасибо. Завершаю трансляцию.